Сегодня у нас в студии автор инновационной технологии, которая изменит привычный взгляд на зеркала, изобретатель Василий Дилан. Привет. Привет, Георгий. Расскажи о себе. Откуда ты родом? Откуда такая необычная фамилия Дилан? Потому что я знаю только Боба Дилана. Это американский певец, даже есть Нобелевская премия по литературе. У тебя какие-то есть американские корни? Нет у меня никаких корней из Америки. Там, откуда я, часто встречается эта фамилия. Откуда ты? Сам я из Молдовы. А так мне 28 лет. У меня есть жена Александра. В 23 года я переехал в Санкт-Петербурге. Там очень красиво жить, конечно. Но позже мы после венчания переехали в Париж, свадебное путешествие. И нам Париж так сильно понравился, что мы там остались жить. Решили рвануть в Европу. Именно в Париже я понял, что столице моды не хватает зеркала, о котором я часто думал. И там я начал разработку и в дальнейшем запатентование этого зеркала. Подожди, поподробнее. Теперь расскажи, как вообще эта идея пришла к тебе? Ну, жена часто при покупках платья или других вещей спрашивала меня, как она выглядит сзади. Потому что себя не видела, смотрела только на переднюю. Моя жена тоже, кстати, часто просит меня, как я выгляжу сзади. Ну, я опередил тебя. Вот. И я вспомнил про студенческие годы, когда я занимался в спортзале. Я всегда хотел видеть свою обратную сторону тела. Мне было интересно, как работают мышцы и какой прогресс. Вот. И в режиме реального времени это очень удобно, а для профессиональных бодибилдеров это вообще золотая лихорадка. А у тебя какое-то техническое образование? Технического образования нет, но есть технический опыт. Я с 16 лет, какой 16? Я с детства любил разборку всей техники в доме, и меня за это ругали. Но потом пошло на пользу, потому что я начал работать именно в этой сфере, мастером по ремонту гаджетов. Это мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки. В основном это пайка под микроскопом, замена дисплеев и других деталей. И я начал настолько хорошо разбираться в этом, что это как хобби даже было. Ну, расскажи, как появился первый прототип зеркала, вот стадии вот эти разработки. Как я объяснял тебе, за кулисами, в Париже недоработанная версия, но работает достаточно хорошо. Я купил зеркало «Газела» еще называется. Оно используется в правоохранительных органах, если слышал о ФБР, когда они делают запросы, в фильмах, видел? Да, это стекло, за которым сотрудники стоят, идет допрос, их Да, много, да. он их не видит, они его видят, то есть это зеркало «Газела». Оно еще используется в зеркальных телевизорах, они давно на рынке. Я не изобрел зеркальный телевизор, он давно есть, это надо заметить. Вот. И камеры купил, начал экспериментировать, нанял айтишника местного из Парижа, чтобы он создал программный код, который соединит все детали, и все будет работать как единое целое. И, конечно, до того, как все начал работать, мы сделали 1000 экспериментов. Скажи, эта технология как-то защищена? У тебя есть на это патент? Да, конечно, есть заявка на патент в Париже, и я уже получил ответ, подтверждение, уже занимаются этой заявкой. И на основе этой заявки я подал заявку, патентную заявку PCT, это вместо патента, чтобы у меня было достаточно времени, чтобы я мог выбрать определенное количество стран и в дальнейшем подавать там заявки на патенты. Вот, собственно, это... Здорово. Скажи, где оно используется? Я понимаю, что это гардеробные, это возможно использовать в фитнес-зале, ты говорил. Где еще? Тут нужен список, потому что так много вариантов использования. Одним словом, это изменение всей зеркальной индустрии. Конечно, я перечислю самые главные. Как ты сказал, гардеробные магазинов одежды, фитнес-клубы, барбершопы, салоны красоты, парикмахерские, все, что связано с прическами. Вот. Школа танцев, я думаю, тоже им будет... Конечно, да, там девушки должны видеть, как она правильно двигается или неправильно. Дальше есть ортопедические центры, где ты изучаешь... Физиология, да, медицинские центры. Да, ортопедия именно. И много других, эскейп-игры еще есть, и тату-салоны, например, свадебные
специализированные бутики. Самое главное в том, что в будущем, конечно, у нас уже в планах, например, заходит девушка купить свадебное платье, она меряет в этом зеркале, а в зеркале фон превращается не в отражение, что есть в комнате, зеркальное отражение, а фон алтаря, например. Это искусственный интеллект будет делать? Да, это искусственный интеллект. И круто. Да, девушка будет чувствовать себя прямо как в тот день, когда будет выходить замуж. Что на сегодня? Ты в Дубае, какой план? Да, я в Дубае и открыл офис под шоурум. Там есть 2 прототипа, где потенциальные инвесторы или покупатели могут ознакомиться с принципом работы. Параллельно запускаю краудфандинг, и каждый может стать совладельцем этой компании. Купить нужно доли. А что получат инвесторы, если они купят доли в твоей компании? Они могут, первые 100 получат от 10 до 50 иксов. О, это очень много. Это как правило. Надо преуспеть, если чувствуешь, что это успешный проект. Я занимаюсь стартапами, я понимаю, о чем ты. Вот. Всегда самая большая доходность, это во всех книгах. Все крупные инвесторы, все пишут, кто первый, тот на коне, тот получает большую доходность. Остальные уже не так много зарабатывают. Кто первый, тот и сел, или как говорится у вас в России. Да, кто первый, тот. Да, все правильно. Откуда такая большая доходность? Рассмотрим все варианты. Начнем с продаж. Тут идет речь о продаже на целый мир. И, например, застройщики, которые уже заходили в офисе, они уже рассматривают покупку этих зеркал в своих домах. Например, представьте, заходит женщина купить квартиру, и она смотрит, видит такое зеркало. Тут большой процент вероятности, что она согласится купить эту квартиру только за счет этого волшебного зеркала. Если будем говорить о тренажерных залах, то, например, владельцы спортзалов могут просто как-то интегрировать в сети, свои сети, у них, как правило, большие сети. Это да, но имею в виду, стоимость абонемента может увеличиться за счет появления этих зеркал, и он может заработать больше. Плюс еще притягивание клиентов. А притягивание, это идет речь обо всем вообще, и в барбершопах, и тренажерные залы. В общем, очень масштабное производство, это первый пункт. Мирового уровня, да. Что еще? Второй пункт – это продажа лицензий, патентов. А в странах, о которых мы говорили недавно, например, Япония захочет купить. Это большие деньги, я думаю. Речь о миллионах, да. И тут не только Япония, тут любая страна мира захочет владеть таким патентом, чтобы Молдова не сможет ввести бизнес, например, в Америку, они не захотят этого. Я думаю, что нецелесообразно производство сделать только здесь, и логистика, я думаю, таких зеркал не очень будет удобно. Наверное, нужно будет либо отдавать, продавать. Продавать, да? Не отдавать. Либо это продажа франшизы, либо это продажа интеллектуальной собственности. То есть ты продаешь патент в Америку, к примеру, я понимаю, Америка это очень большой рынок. Конечно. И, соответственно, это большая доходность, соответственно, ты инвесторам, которые поверят тебе в самом начале, можешь даже больше гарантировать, чем 50 иксов. Я не стал ставить больше 50 иксов, потому что подумают, что я какой-то... Но это только первым инвестором. Первым 100, пока что так решил. Слушай, Василий, я становлюсь сегодня первым твоим инвестором. Я занимаюсь стартапами много лет. И вот за последние 3 года это лучший стартап, который я видел. Спасибо. Это как комплимент, да? Да. Спасибо тебе за это интервью. Я желаю тебе искренней удачи в реализации твоего крутого проекта. Спасибо. Уже нашего.